Друзья, всем привет, меня зовут Тихон, вы на моем канале, и сегодня мы приготовим замечательный украинский борщ, и я расскажу все его секреты, чтобы добиться максимального вкуса и красивого красного цвета. Друзья, в прошлый раз вы показали, что такое настоящая поддержка, и обрушились вашими лайками на кулинарное маски-шоу, за что вам огромное спасибо. Сегодня я хотел еще раз порекомендовать вам подписаться на этот кулинарный канал, где вы найдете уникальные и необычные рецепты из мяса, рецепты бургеров, закусок и капельку юмора. А последний рецепт салата и запеканки из моцареллы с бананами – это вообще что-то невероятное. Заходите на канал Кулинарные Маски Шоу, подписывайтесь, передавайте привет от Тихона. Всем вкусных экспериментов! Навряд ли в наших странах есть суп еще более популярный, чем борщ. Основу его вкуса создает, конечно же, бульон хорошо сваренный, это зажарка, это свекла правильно протушенная. И давайте начнем готовить. Полный список ингредиентов, все граммовки для того, чтобы получился хороший наваристый борщ, вы найдете в описании под этим роликом. И обращаю ваше внимание, что все ингредиенты я нарезал заранее, поэтому я не буду акцентировать на этом внимание. Все овощи мы нарезаем соломкой, примерно 2 мм в сечении и 1,5 см длиной. И картошку нарезаем маленькими брусочками. Начинаем с приготовления бульона. Мне понадобится 2 литра воды и хороший кусочек мяса на косточке. Это может быть либо говядина на косточке, либо свинина. Сегодня я готовлю из таких замечательных свиных ребрышек. Закладываем их в воду. Мясо опускаю в воду. И добавляю немного соли. Соль нам нужна сейчас только для того, чтобы максимально вытянуть вкус из нашего мяса, для того, чтобы бульон получился максимально наваристым. Доводить до вкуса мы будем его потом, в самом конце. Сейчас же мы хотим добиться максимального вкуса. Доводим бульон до кипения, снимаем пенку и варим до тех пор, пока мясо не начнет отходить от костей. Бульон у нас будет вариться примерно 1,5 часа. За это время мы успеем подготовить зажарку и протушить свеклу. Начинаем с свеклы, так как ей готовится дольше всего. Сотейник нагреваем и наливаем туда 50 мл растительного масла. Как только масло нагрелось, отправляем туда свеклу. Вот такое количество я оставляю. Сразу же добавляю чайную ложку соли и столовую ложку сахара. На этом этапе нам нужно обжарить свеклу буквально 2 минутки, для того, чтобы она естественным образом дала нам свой сок. Как только видим, что сок появился, добавляем туда 2 столовые ложки томатной пасты и чайную ложку яблочного уксуса. И уксус. Для того, чтобы впоследствии у тех, кто ест борщ, не было изжоги, томатную пасту нужно хорошенько спассеровать, хотя бы 2-3 минутки прогреть ее на хорошем огне. Кислота томатной пасты поможет сохранить нам цвет и структуру нашей свеклы, плюс немножко яблочного уксуса, и у вас получится отличная тушеная свекла, которая не разварится в кашу и даст красивый и приятный цвет. Но это еще не все. Прошло буквально 2 минуты, наша свекла с томатной пастой немножко спассеровалась, обжарилась, и мы добавляем туда воду и начинаем тушить. Тушить свеклу на слабом огне нужно 40 минут, поэтому я убираю ее в сторону, мы переходим к следующему этапу. Следующий шаг, который всегда использует моя мама при приготовлении борща, а у нее самый вкусный борщ, не побоюсь этого слова, это приготовление краски для нашего борща. То есть мы подготовим такую некую основу, которую в конце вливаем в борщ, и даже если у вас получился не самый яркий красный цвет, а больше в оранжевый, это сделает ваш борщ бордово-красным. Для этого я наливаю стакан воды в кастрюлю. Добавляю туда оставшуюся свеклу и чайную ложку уксуса.
И вот эту жидкость мы доводим только до кипения, то есть ни в коем случае ее не кипятим. Как только появились первые пузырики, сразу выключаем и оставляем настаиваться до момента того, как наш борщ будет полностью готов. Получится замечательный краситель. Выключаем. Следующий шаг, но не менее важный в приготовлении борща, это хорошая и вкусная зажарка. Нам нужно спассеровать лук и морковь. Для этого мне понадобится сковорода и разогреваем на ней растительное масло. Первым отправляем репчатый лук. На среднем огне нам нужно спассеровать его до светло-коричневого цвета. Здесь ни в коем случае нельзя торопиться, от этого будет зависеть наш вкус борща. Лук обжарился до полуготовности и можно добавлять к нему морковь. Посмотрите, какой замечательный золотистый цвет. Обжариваем на слабом огне 10-15 минут. Вы увидите, морковь немножко потеряет в объеме, и зажарка приобретет общий красивый золотистый оттенок. Еще раз хочу сакцентировать внимание на нарезке, потому что, обратите внимание, у меня все порезано тоненькими соломочками, а не натерто на крупные терки. Именно это позволит вам в конце, в супе, по отдельности чувствовать каждый ингредиент, а не превратить ваш суп в какую-то кашу наподобие борща. Вот такая красота. Это невероятно вкусно и ароматно. Зажарку отставляем в сторону и переходим к еще одному этапу. Подготовим заправку для нашего борща из сала, чеснока и зелени. Пальчики оближешь. Этот шаг, конечно, опциональный. Если вы хотите сделать более легкую диетическую версию борща, хотя диета и борщ – это две разные вещи, то можете пропустить этот шаг. Но я обещал вам поделиться всеми секретами, и этот шаг позволит вам добиться максимального вкуса и аромата вашего супа. У меня здесь небольшой кусочек домашнего сала. Я срезаю с него шкурку. И нарезаю небольшими кубиками. Отправляем это все в блендер. Туда же я добавлю 4 зубчика чеснока. Немного свежемолотого перца. И порубим несколько веточек зелени. И можно добавить грамм 20 сладкого болгарского перца. Закрываем и измельчаем. Великолепно. Буквально одна ложка такой заправки в ваш борщ сделает его невероятно вкусным, чесночным, ароматным и жирненьким. Кайф. Итак, друзья, теперь все подготовительные этапы позади. Как конструктор начинаем собирать наш борщ. Бульон у меня сварился, мясо разварено до состояния, что само отходит от костей, тушеная свекла, краситель, поджарка, капуста, картофель порезанный и заправка из сала. Первым в кипящий бульон закладываем картофель. И варим 10 минут. После картофеля добавляем нашинкованную капусту и варим еще 10 минут. Прошли еще 10 минут томительного ожидания, добавляем нашу тушеную свеклу и зажарку.
Ждем еще 5 минут. На этом этапе можно довести наш суп до вкуса, добавить туда соль, сахар, порубить мелко зелень и чеснок. Но мы рубить зелень и чеснок не будем. Помните, мы приготовили фантастическую заправку из сала, чеснока, зелени и болгарского перца. Добавляем туда 1,5 столовые ложки нашей заправки, выливаем краску, доводим солью и сахаром до вкуса. Аккуратно придерживая свеклу, выливаю нашу краску. Добавляем сало, соль и немного сахара. И перемешиваем. После этого доводим до кипения, выключаем и даем настояться как минимум 15 минут. Не будьте глупцами, не подавайте борщ сразу. Как только он постоит, все вкусы объединятся, вы получите фантастическое блюдо. Не забываем хлебушек, сметанку. Подаем. Выглядит и пахнет просто фантастически, мне уже не терпится попробовать. С праздником вас, дорогие зрители и друзья из Украины. Для всех остальных, я надеюсь, что это видео было вам полезным, понравилось. Делитесь им с друзьями, ставьте ваши лайки и оставляйте комментарии. До скорых встреч. Пока. Вкусняшка.